Так, всем добрый день. Будет обзор сегодня на стиральную машинку West Frost. Эта машинка доставлялась компанией сетстиральная.com. На такую модель компания предоставляет расширенную гарантию сроком на 5 лет. Ну, по машинке можно что сказать. Это у нас турецкая сборка. Westgoff датский бренд. West Frost, а не Westgoff. West Frost датский это бренд у нас. В принципе, неплохая машинка сама по себе, как бы загрузку имеет большую, ремонтно пригодная, оснащена обычным щеточным двигателем. Ну, внешний вид на любителя, на мой взгляд, неплохо. Такой темный серый цвет, большой люк, выглядит в принципе красиво. Управление ручкой здесь программы, регулировки здесь все сенсорные. Сейчас это немножко покажу. Так, здесь загрузка порошка. Ополаскиватель, порошок на предварительную стирку. Внизу есть нажимной язычок для того, чтобы промыть этот лоток. Ну, по качеству все более-менее так ничего. Пластик на ощупь приятный, как бы плохого сказать нечего. Бак имеет обычную такую структуру здесь, как в принципе раньше делали всегда. Вот самый такой простенький. В принципе, раньше делали, всегда стирали, сейчас стали новомодные разные делать. Что тут? Крепление на двери металлическое. Ручка тоже здесь, замочек металлический. Ручка обычная, нажимная, в принципе самая надежная. Есть здесь внизу фильтр сливной для прочистки насоса. Так, это программатор. В принципе здесь все указано. Программ, на мой взгляд, довольно-таки много, все необходимые есть. И быстрые, и ежедневные есть, такие по часу, по 15 минут, смешанный тип ткани. Здесь выбирается режим стирки. Указатель есть специальный, фиксируется он на каждой программе. Вращаем по кругу, выбираем нужный режим стирки. К примеру, поставил хлопок. Машинка по умолчанию мне сразу здесь ставит 90 градусов, 1200 скорость отжима. По сути, готова к запуску. Тут дополнительно есть регулировка у нас температуры. Здесь скорость отжима. Вот эта функция для таких бюджетных машинок очень неплохая, на мой взгляд. Степень загрязнения минимальная, средняя, максимальная. Дополнительно также можно включить предварительную стирку, легкую глажку, выбор количества полосканий и, соответственно, старт. Есть таймер, да, отсрочный запуск, кто пользуется, ну, как бы устанавливается через определенный период времени. Также есть блокировка от детей. Так, ну, по модельке это у нас VF WM 1241 SL. Аллергия, она как бы стирает приличное количество воды. В этом случае необходимости машинку можно остановить. Тут уже замок отщелкивается, магнитный, поэтому можно будет дозагружать, если надо, даже если есть белье. Сверху вот эта стрелка, как на навигаторе, будет добавляться по мере выполнения работы. Также дублируется время, показывает. Бак на ней очень объемный. Загрузка 5 либо 6 килограмм, не смотрел. По монтажу, в принципе, здесь было несложно. Сразу коммуникации были все подведены. Демонтировал старый Siemens. И смело установили здесь Westgoff. Тут ванная комната. Душевая кабина находится. И рядом подведена. Сделан подвод для подключения стиральной машины.
останавливаем, ну, на паузу нажимаем, машинку в режиме ожидания будет до 12 часов, там уйти куда-то надо, или что-то такое вот случилось, или там отменить программу. Ставим потом ручку в положение выключено, дальше переводим ручку программатора уже в режим отжима, сейчас я его поставлю, и запускаем. Ну, после смены паузы машинка произвольно сбрасывает воду для начала нового цикла. В принципе, такую машинку можно ставить на кухне, в ванной, где удобно. Она не такая большая, компактная и довольно-таки большой загрузки. Метров 45, я думаю. Здравствуйте. Сейчас, а можно видео запишу короткое по машине? Хорошо. А где хозяин? Там телефон с кем-то разговаривает. Бросил меня тут одного. Ну да, получается так. А это лучше проверить? Ну да, проверить надо. Требования у нас такие. Работать в маске, конечно. А мы даже такси приносим. Так, в принципе, здесь что у нас по машинке. Закончил обзор. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии.